Всем привет! Как всегда, новое видео по понедельникам, и сегодня я хочу с вами поговорить об МС-эквализации. Для того, чтобы понимать, что мы будем делать, когда будем эквализировать по-разному каналы МС, нужно, наверное, сначала понять, что такое вообще МС-эквализация, откуда она взялась и откуда она появилась. Существует две системы. Первая – это обычный XY. Что такое XY? XY – это когда у вас микрофоны стоят из одной точки под углом 90-60 градусов. Соответственно, они берут стереополе, чуть шире или чуть уже, но они берут стерео. И это получается обычное стерео. Но есть еще система МС. Это тоже система из двух микрофонов, когда один микрофон берет строго центр, а второй микрофон не пишет центр. Он пишет края, то, что слева и то, что справа. Как это делается? Это делается очень просто. Берутся два микрофона. Первый с кардиоидой, который берет центр, а второй с направленностью восьмерка. Восьмерка – знак бесконечность, left и right, соответственно. Эти системы абсолютно совместимы. Вы можете из одной системы легко перейти в другую. Давайте попробуем это сделать. Небольшой урок арифметики за 2 класс. X плюс Y дает нам канал M. X минус Y дает нам канал S. Как физически сделать канал M? Что значит сложить left и right? X, Y, да? Да очень просто. Когда вы нажимаете кнопку моно, вы складываете левый и правый канал. Значит, моно – это и есть канал mid. Соответственно, для того, чтобы получить канал M, вам нужно взять левый канал, правый канал, поставить фейдера по центру и, собственно, включить. И у вас получится канал mid. А как сделать X минус Y? Это тоже достаточно просто. Для этого нужно перевернуть фазу на одном из каналов. Переворот фазы приведет к тому, что все, что было... то есть переворот фазы, это означает, что канал Y у нас стал со знаком минус. И, соответственно, все, что было в левом и все, что было в правом канале, в канале S исчезнет. Его не будет вообще. А все, что было только слева и только справа, как раз останется в этом канале. Это будет канал S. Что вообще обычно в фонограмме у нас находится в канале mid? Прежде всего, это кик, снейр, бас и вокал. Это практически всегда, когда эти инструменты находятся в канале mid, они находятся в центре. Значит, при переходе в канал S эти инструменты у вас просто исчезнут, их не будет. Но зато останутся FX, останется все, что было широко, все, что было строго слева, все, что было строго справа, или не строго, неважно, строго или не строго, тогда в большей или меньшей степени. Но все это останется в канале S. Из системы MS мы можем также легко перейти обратно в систему XY. Делается это так. Канал M плюс канал S – это X плюс Y минус X минус Y. Извините, плюс Y. И мы получаем, Y у нас уходит, остается 2X. 2X – это значит, громкость будет в 2 раза больше. M минус S дает нам X плюс Y минус X минус Y. Соответственно, минус на минус нам дает плюс для тех, кто учился во 2 классе. И X у нас уходит. Остается 2Y. Таким образом, мы вернулись обратно в стерео. Что нам дает МС-эквализация? МС-эквализация позволяет по-разному окрашивать центр и края. Соответственно, мы можем либо провалить центр, либо наоборот его выделить, либо окрасить
один диапазон на канале S, а другой диапазон на канале M. Все это приведет либо к расширению, либо к сужению стереобазы. Но есть мнение, которое я не поддерживаю, когда, допустим, вы хотите освободить место для вокала, и в канале S на каких-то инструментах вы начинаете что-то там проваливать, а что-то поднимать в краях. Вообще, MS-эквализация, она имеет ведь опасность с точки зрения фазовых искажений. То есть не всегда хорошо потом этот трек поведет себя в обычном моно. И вообще нужно всегда контролировать моносовместимость. После того, как вы сделали разную эквализацию на каналы M и S, нажмите кнопку моно и посмотрите, что будет с вашим инструментом. Какие инструменты можно эквализовать MS? Ну, во-первых, только те инструменты, которые не моно. Если инструмент моно, то, как вы понимаете, там есть только M и нету S. Соответственно, чем больше мы будем поднимать S или подтягивать какие-то частоты на канале S, тем шире у нас станет звук. И тем хуже будет моносовместимость. Всегда палка о двух концах. Поэтому проверять моносовместимость – это просто необходимая вещь, после того, как вы сделали какую-то эквализацию. Потому что звук может в моно исказиться за счет фазовых искажений, стать глухим или просто провалиться, и в моно у вас его не будет, а в стерео его будет очень много. Я думаю, говорить можно очень долго, поэтому я предлагаю, давайте мы пойдем сейчас в студию, и я на примерах покажу, как можно использовать и применять mid-side эквализацию. Студию. Ну вот, мы с вами разобрались, что такое вообще MS-кодирование, а теперь давайте посмотрим, как вот это MS-кодирование и MS-эквализация может работать с проектом. У меня есть такая клавишная партия Rhodes, вот она. Сама по себе партия нормальная, и, конечно, наверняка я бы с ней не стал ничего делать, но я вам покажу, как работает MS-эквализация. Я взял эквалайзер от Ozone. Теперь вот смотрите, теперь мы заходим в него и включаем вот здесь mid-side кодер. То есть у нас есть отдельно канал mid, вот он. И отдельно канал side. Сам по себе Rhodes, он уже достаточно широкий и достаточно стерео. Ну, предположим, я захотел сделать его пошире. Для того, чтобы сделать его пошире, я сделаю вот такую эквализацию, допустим, на канале mid. Я возьму и опущу ему нижнюю серединку. А на канале сайт я сделаю наоборот. На канале сайт я сделаю подъем. Сейчас поищем, где мы его сделаем. Вот в сайте я как раз выделю удар по клавише и сделаю его более ярким. Можно здесь. Ну вот здесь наиболее интересно для этих клавиш, да, это звучит. И теперь послушаем все вместе. Эквалайзер активен и эквалайзер bypass. Вот наш был исходный сигнал.
Вот, но я рекомендую всегда проверять моносовместимость. То есть после того, как... То есть вы за счет mid-side эквализации вы можете увеличить громкость сайда, и, соответственно, звук у вас станет шире, и он расширится, да? Но при этом вы же отдаляете центр, мы же эквализацию сделали на центре, на вычитание, вот. И после этого всегда проверяйте, а что, собственно, будет у меня в моно. Что будет, если я включу моно? Вот смотрите, сейчас я включу моно. Вот теперь у нас сигнал моно. Бесплатный только сыр в мышеловке. Так и здесь, да? Расширяя инструмент, вы делаете его широким в стерео, а в моно он у вас начинает проваливаться, потому что вы провалили центр, по факту, да? То есть центра нет, значит, в моно сигнал становится тише. В результате мы получаем плохую моносовместимость. Широкие инструменты будут красиво и широко звучать в стерео и будут очень тихо в моно. Если вас устраивает то, что у вас инструмент провалится потом в моно, тогда делайте его шире. Если это вас не устраивает, тогда держите себя в руках. И когда будете эквализовать, не надо просто до такой степени доводить, что у вас получается плохая моносовместимость. Значит, на канале сайт мы делаем меньше, на канале mid мы делаем меньше. И мы получаем более хорошую моносовместимость, но в ущерб широты стереобазы. Тем не менее, широта стереобазы сохранится, но моносовместимость будет лучше. И в моно. Тоже что-то теряется, но уже в меньшей степени. Соответственно, палка всегда о двух концах, да? Хотим широко, надо понимать, что будет плохая моносовместимость, и в моно этого инструмента будет мало. А в стерео вы не можете его добавить, потому что тогда он вам будет мешать в стерео. Хотите хорошей моносовместимости, держите себя в руках и проверяйте на моносовместимость тогда, когда вы обработали, допустим, mid-side эквализацией. Еще один очень важный момент. Уже с учетом того, что мы обсуждали у доски, я думаю, что вы понимаете, что если вы берете моносигнал, в моносигнале нет сайд-составляющей. И ставить или делать там mid-side эквализацию абсолютно бессмысленно, потому что канала сайд как такового не существует. Давайте посмотрим это на примере. Допустим, ну вот что у нас еще тут есть? У нас есть тут еще какой-то стринг легато. Ну, сам по себе сэмпл, он уже, наверное, обработан, и, соответственно, он уже есть и как стерео, и есть как моно. Поставим на него S1. Вот это он в моно. Он уже обладает не очень хорошей моносовместимостью, потому что он слишком большая разница между моно и стерео. Вот. Теперь, если я его поставлю в моно, а на него поставлю теперь опять эквалайзер от Озон, включаем. Вот сейчас по умолчанию эквалайзер работает в стерео. Да? Включаем mid-side, и теперь мы получаем два канала, mid и side. Да? И если понимаешь, что у нас есть моноисточник, у нас будет канал mid, вот он. А вот это сайд. Ой, ничего не слышно. Конечно. Потому что у моносигнала нет сайд-составляющей. Да? Если я отключу имиджер, то сайд появится. Вот он сайд. Если я включаю моно, значит его нет. То есть
применять mid-side кодирование для моносигнала – это абсурд. То есть, я думаю, теперь вы уже все понимаете, да? Теперь давайте попробуем этот стринг эквализовать. Мне не нравится то, что он, ну, во-первых, ну да, он высокий, это хорошо, но у него не хватает объема. В данном случае у нас Rhodes играет функцию пэда, да? А мы попробуем его чуть-чуть обогатить именно в этой области. Допустим, в сайде мы ему поднимем сейчас нижнюю серединку. Байпас. А мид мы не будем трогать вообще. То есть мы его еще расширили за счет эквализации в нижней середине с подъемом на сколько? На 500 Гц. Ну, давайте, наверное, сделаем здесь пониже. Давайте попробуем 250. Нет, 250 низковато. 350. И вот что у нас получится в стерео. Ну, малость перебор. И, соответственно, сейчас моносовместимость у нас будет еще хуже, чем была. Ну вот. Хорошо. В принципе, такая эквализация может применяться и на других инструментах. Давайте покажем, посмотрим на каких-то ударных. Например, что вот это у нас. Ну, хай-хет достаточно широкий. Кабаса. Ну, кабаса вот достаточно узкая. Она реально узкая. Я вообще не уверен, что тут что-то есть в сайде. Но проверим. Предположим, я хочу сделать кабасу, чтобы она была широкая у меня и была и слева, и справа. Опять же, включаем mid-side режим. Оставляем сайд в соло и слушаем, что у нас тут есть вообще. Интересно. В верхней части спектра у сайда ничего нет. Внизу что-то есть. Попробуем. А, прямо на 12. И частоту повыше. И что получится в стерео? Ну, в данном случае я бы не сказал, что у нас что-то принципиально изменилось, да, потому что, по сути, на самом деле получается, что вот эта кабаса – это фактически моносэмпл, который панорамирован, получается, панорамирован правее. И когда мы начинаем поднимать сайт составляющую, да, это видно вот здесь по волне, правый канал громче левого, то мы просто делаем громче правый канал. И в данном случае вот эта эквализация, она работает, по сути, как панорамирование, больше ничего.
Если изменить частоту, может быть, что-то изменится. Допустим, мы поставим на 3000. Нет, ну, все равно, по сути, он просто съезжает направо. А вот на хэте наверняка это будет работать по-другому. Давайте посмотрим, как это будет работать на хай-хэте. Мид-сайд. Сайд в соло. Пардон. Ну вот, подъем 7000 на хэте в сайде. Я думаю, что он нам даст более широкий, но и хэт тембрально изменится. Хэт станет более высоким. Но это ему не повредило, он стал острее. И проверим моносовместимость. Вот, видите, здесь моносовместимость практически не пострадала. Но хэт стал позвонче, повеселее и поярче. Ну да, тот эффект стерео, который был уже изначально в сэмпле, он сейчас стал более очевидным. Ну, на этом, я думаю, вам все понятно по мид-сайд эквализации. И дальше держите себя в руках, бойтесь своих желаний, сделать очень широкие фонограммы, очень красивые широкие звуки. И помните о том, что в моно это может оказаться лажей. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на бубенчики. Всем хороших миксов. Пока.